Граница Австрии и Италии. Высота 3210 метров над уровнем моря, место, где даже летом воздух разрежен, а лед кажется вечным. И именно здесь, в царстве камня и снега, время будто перестало двигаться вперед. 19 сентября 1991 года обычный ясный день для немецких туристов, супругов Гельмута и Эрики Симон, которые решили сократить маршрут через перевал Тизеньох, сбились с пути и, устав от подъема, уже почти машинально смотрели себе под ноги, лишь бы не сорваться в трещину и не провалиться в ледяную пустоту. Но вместо очередного опасного уступа они заметили то, от чего сердце на мгновение проваливается внутрь. Из подтаявшего ледника лицом вниз торчит человеческое тело, словно сама гора решила выдать людям давний секрет. Кожа желтая, как старый пергамент, натянутая на кости, голова лысая, рука неестественно вывернута за спину, а вокруг, в лужицах талой воды, проступает бурый оттенок, будто лед смешался с ржавчиной или засохшей кровью. Туристы, конечно, думают о самом простом и самом логичном. Наверное, это альпинист, погибший 10 или 20 лет назад. Еще одна жертва гор, которую ледник вернул спустя годы, и они, как принято, делают фотографию. Последнюю фотографию неизвестного солдата альпинизма, не подозревая, что смотрит в лицо человеку, который жил, когда европейская цивилизация только набирала форму. Они не знают, что только что наткнулись на Эци, ледяного человека, и что их случайная находка вскоре станет тем, что перевернет археологию, медицину и наши представления о древнем мире. Спасательная операция, которая должна была быть аккуратной и почти хирургической, превращается в фарс и едва не уничтожает главную улику. Полиция приезжает с отбойными молотками, лыжными палками и грубой уверенностью, что перед ними всего лишь труп, который надо вытащить, а не артефакт, который надо сохранить. Они долбят лед, как будто вырубают кусок замороженного мяса, повреждают бедро мумии, ломают лук, а гробовщик, не понимая, с чем имеет дело, ломает ему руку, чтобы уложить тело в стандартный гроб, будто это обычная трагедия, а не дверь в прошлое. Вокруг крутятся зеваки. Кто-то пытается отломить кусочек одежды на память, и мир оказывается в шаге от того, чтобы потерять самое ценное свидетельство, которое когда-либо подарила нам гора. Но все меняется, когда тело доставляют в морг Инсбрука, и к делу подключается археолог Конрад Шпиндлер. В комнате повисает тишина, такая плотная, что слышно, как гудят лампы, и в этой тишине Шпиндлер словно собирает картину по деталям. Топор, медная головка которого привязана кожаными ремнями к тисовому топорищу, кремневый нож, одежда из шкур, и все это выглядит не современным снаряжением погибшего, а набором из другой эпохи. Он бледнеет и произносит фразу, которая на следующее утро станет заголовком во всех газетах. «Этому человеку минимум 4000 лет». Радиоуглеродный анализ уточняет дату и делает шок еще глубже. Ему около 5300 лет. Он жил между 3350 и 3105 годами до нашей эры, то есть он старше египетских пирамид и старше Стоунхенджа, а его время — медный век, когда колесо было почти экспериментом, когда металл только начинал менять власть и войну. И он сохранился не как древний скелет, а как влажная мумия. Мозг, сердце, глаза, содержимое желудка — все на месте. Лед сработал как идеальная криокамера, и теперь перед учеными лежит не символ, а человек, которого можно читать как книгу страницу за страницей. Именно здесь начинается детектив, потому что Эци, как выясняется, не просто замерз и не умер от бурь, хотя 10 лет ученые пытались объяснить его гибель мирно и рационально. Пастух попал в непогоду, устал, заснул и не проснулся.
Но в 2001 году тело просвечивают новым мощным компьютерным томографом в больнице Больцано, и на экране в левом плече, глубоко под лопаткой, появляется маленькая треугольная плотная тень, слишком правильная для камня и слишком знакомая для врачей. Это наконечник стрелы. Мгновение. И мир переворачивается, потому что Эци был убит. И это самое древнее нераскрытое убийство в истории человечества. Настоящий cold case, только замороженный буквально. Стрела вошла со спины, пробила лопатку, прошла через ребра, задела верхушку левого легкого и, главное, перебила подключичную артерию, сосуд, который идет прямо от сердца. И такая рана почти не оставляет шансов. Кровь хлещет внутрь грудной клетки. Смерть наступает через несколько минут, максимум через 10. Быстро, жестоко и расчетливо. Но чем больше деталей всплывает, тем страннее становится картина, потому что убийца не подошел добивать жертву ножом, не забрал добычу и, самое удивительное, оставил рядом самый дорогой предмет той эпохи — медный топор, Мерседес каменного века, за который можно было купить стадо или целую деревню. Медь была редкой. Ее обработка требовала знаний и ресурсов, и оставить такой трофей на месте убийства — безумие, будто сегодня оставить возле тела чемодан с $1 миллион, а значит, мотив был не в ограблении. Это похоже на казнь, месть, зачистку, устранение конкурента, когда важно только одно — чтобы человек перестал дышать и больше не вернулся. Чтобы понять, что произошло в его последние дни, ученые решают исследовать не только ткани Эци, но и его вещи, потому что одежда, оружие, инструменты могут хранить следы, которые не видны глазу. И здесь на сцену выходит австралийский молекулярный биолог Том Лой, пионер анализа древней крови, взявшийся искать микроскопические следы гемоглобина и ДНК там, где, казалось бы, все должно было стереться временем. То, что он находит, заставляет научное сообщество содрогнуться. На вещах Эци много крови, и это не только его кровь. Анализ ДНК выявляет генетические профили 4 разных людей, 4 чужаков, и каждый след выглядит как фрагмент сцены преступления. Первый — кровь на лезвии кремневого ножа Эци, то есть доказательство ближнего боя, когда он кого-то порезал, возможно, смертельно. Второй — кровь на наконечнике стрелы из его колчана, и тут важная деталь. Стрел у него было 14, но полностью готовых к бою, с наконечниками и оперением, всего 2, остальные были заготовками, словно он шел не на войну, а на путь, который внезапно стал войной. Третий и 4 следы — кровь на его плаще из козлиной шкуры, причем кровь разных людей, и это превращает простую версию засады в историю столкновений, преследования и хаоса. Кровь на ноже говорит о рукопашной, кровь на стреле в колчане, о том, что Эци выстрелил, попал, а потом вытащил стрелу из тела врага или раненого товарища, чтобы использовать ее снова, потому что боеприпасов не хватало, и это жест отчаяния загнанного зверя, который считает каждый шанс. А кровь 2 разных людей на плаще дает самую трагичную гипотезу. Эци был не один. Он мог нести раненого, мог стоять плечом к плечу с тем, кого убили рядом, мог быть в гуще схватки, где брызги летели во все стороны, и эта история пахнет не бытовой ссорой пастухов, а войной кланов, столкновением отрядов высоко в горах. Внимательный осмотр рук добавляет еще одну жесткую улику, которую криминалисты узнают мгновенно. На правой кисти между большим и указательным пальцем глубокий порез до кости с повреждением сухожилия, но края раны уже затянуты, она начала заживать, и гистология показывает возраст от 24 до 48 часов. Это классическая рана самообороны, когда человек хватает лезвие, чтобы отвести удар от груди или горла,
и выживает, но теряет функциональность руки, а для лучника это почти приговор. Эци, вероятно, уже был ранен за день или два до смерти. Его правая рука, рука, которой натягивают тетиву, была выведена из строя. Он не мог полноценно пользоваться мощным тисовым луком, и значит, трагедия растянулась во времени. Сначала конфликт, потом бегство, потом охота. Анализ пыльцы в его кишечнике показывает, что за 2 дня до гибели он спускался в долину, в зону лиственных лесов, а значит, все началось не на перевале, а внизу, где произошел жестокий конфликт в родной деревне или рядом с ней. Он вступил в бой, получил травму, возможно, убил нападавшего, и ему пришлось уходить, потому что оставаться было смертельно. Он поднимается вверх, в горы, раненый, с пульсирующей рукой, которая кровоточит, и за ним идет погоня, словно это не случайность, а целенаправленная охота на человека, где преследователи загоняют его все выше, туда, где нет еды, нет укрытий и где само дыхание становится тяжелым. И тут возникает деталь, от которой меняется психологический портрет последних часов. Содержимое желудка, изученное в 2011 году, показывает, что примерно за час или полтора до смерти Эци основательно поел, причем не чуть-чуть, а плотно и разумно для холода. Жир альпийского козла, ибекса, оленина, зерна полбы, вероятно, в виде лепешки, и следы папоротника орляка, который мог служить упаковкой или лекарством. Это тяжелая калорийная еда, и она плохо сочетается с паническим бегством, потому что если убийцы дышат тебе в спину в 100 метрах, ты не садишься, спокойно есть. Значит, Эци считал, что оторвался, что поднялся так высоко, куда никто не рискнет за ним идти, нашел защищенную от ветра ложбину, развел огонь, угли действительно обнаруживали, поел, начал чинить снаряжение, рядом лежали инструменты для ремонта стрел и тетивы, и он аккуратно разложил вещи как человек, который наконец-то позволил себе выдохнуть. Именно это расслабление стало его ошибкой, потому что убийца, судя по всему, не был паникером. Он не гнался в истерике, он выслеживал, ждал, подкрался снизу, из-за уступа скалы и сделал выстрел с расстояния около 30-40 метров, почти снайперский, в спину. Эци не успел доесть, мясо осталось в желудке непереваренным. Удар сбил его с ног, он падает лицом вперед, ударяется головой о камень, и томография подтверждает черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Затем убийца, вероятно, подходит ближе, видит умирающего, слышит хрип и бульканье крови, но не добивает ножом, а делает действие странное и почти ритуальное. Выдергивает древко стрелы из спины, оставляя наконечник внутри, потому что он был привязан так, чтобы отрываться, и забирает древко с оперением. Зачем? Потому что в древнем мире стрела — это подпись. По оперению и меткам на древке можно было понять, чей это клан, чей мастер, чья рука. И убийца не хотел, чтобы даже соплеменники Эци или духи гор, если верить мифам, знали, кто именно его убил. Это была ликвидация и зачистка, смерть без имени убийцы. И снова возвращаемся к топору, потому что он словно ключ к социальной роли Эци. Металлографический анализ показывает, что лезвие сделано из меди высокой частоты, около 99,7%, отлито в форме, заточено, и для 3300 года до нашей эры это выглядит почти невероятно. Изотопный анализ указывает на происхождение руды из Южной Тосканы, района Коллина-Металлифере, примерно в 500 километрах от места гибели, а значит, Эци был частью обширной торговой сети и мира контактов, который мы часто недооцениваем, представляя каменный век примитивным. Такой топор не был просто инструментом, он мог быть знаком статуса, скипетром власти, предметом, который выдает вождя, шамана или очень влиятельного воина, и если так,
то мотив убийства становится политическим. Переворот, устранение старого лидера, которому было около 46 лет, то есть почти дряхлая старость по меркам той эпохи, изгнание и контрольный выстрел, чтобы он не вернулся и не потребовал власть обратно. И то, что топор оставили, только усиливает версию. Убийцам не нужны были богатства, им нужна была его смерть, чистая и окончательная. Но Эци не только воин, он еще и ходячая карта человеческих страданий, потому что исследования его тела показывают букет болезней, тяжелый артрит, изношенные колени и лодыжки, камни в желчном пузыре, легкие, закопченные дымом костров, паразиты в кишечнике, болезнь Лайма, следы мышьяка в волосах, возможно, от работы с медью. И все это рисует человека, который жил в боли и все равно шел дальше. И тут открывается почти мистическая, но очень земная часть. На его теле 61 татуировка, но это не украшения, а группы параллельных линий и крестики, нанесенные сажей, втертой в надрезы, и их расположение удивительным образом совпадает с зонами боли и с точками, которые позднее стали известны как точки акупунктуры. Получается, что за 2000 лет до первых описаний акупунктуры в Китае люди в Альпах уже использовали похожую логику терапии. Надрезы в болевых местах, уголь, облегчение, попытка управлять страданием не молитвой, а методом. Он носил с собой своеобразную аптечку, высушенные кусочки березового гриба, пиптопорус, который обладает антибиотическими и кровоостанавливающими свойствами, и это снова показывает, что перед нами не дикарь, а практичный человек, знавший, как выжить. ДНК-исследования дарят еще один мост между эпохами. Ученые берут образцы крови у мужчин, живущих в Тирольских долинах рядом с местом находки, и обнаруживают нескольких прямых родственников по мужской линии. Тонкую нить, которая тянется через 5300 лет, через Римскую империю, Средневековье, чуму и мировые войны. При этом сам Эци, судя по геному, ближе всего к современным жителям Сардинии и Корсики, потомкам первых неолитических фермеров, пришедших из Анатолии и вытесненных последующими миграциями в горы и на острова, то есть он был представителем уходящей, старой Европы. У него были карие глаза, непереносимость лактозы, предрасположенность к сердечным проблемам и кальцификация артерий, и если бы не стрела, он, возможно, умер бы от инфаркта через несколько лет, но судьба выбрала иной финал. А дальше, как часто бывает с великими находками, появляется легенда о проклятии. Журналисты любят такие истории, и хотя наука отмахивается от суеверий, цепочка совпадений выглядит пугающе. Несколько людей, связанных с обнаружением, транспортировкой и изучением Эци, погибают в последующие годы при странных обстоятельствах, кто-то в горах, кто-то в аварии, кто-то от редкой болезни, и миф о потревоженном ледяном покое начинает жить своей жизнью. Но если отложить мистику и снова посмотреть на факты, поражает другое. Эци был экипирован лучше, чем многие современные туристы. Его обувь была инженерным шедевром. Подошва из медвежьей шкуры для прочности, верх из оленьей кожи, внутри сетка из лыка, набитая сухой травой для теплоизоляции, то есть прообраз современной мембраны и утеплителя. У него был рюкзак на деревянной раме и был контейнер из бересты, в котором он переносил огонь, тлеющие угли, завернутые в листья, чтобы не тратить время на высекание искры, и это говорит о высоком интеллекте и практичности. Он не играл с выживанием, он работал с ним как с ремеслом. Сегодня Эци лежит в специально созданной холодильной камере в Южно-Тирольском музее археологии в Больцано при температуре около -6 градусов Цельсия и влажности 98%, в условиях, имитирующих ледник, который хранил его 5300 лет, и миллионы людей смотрят на него через маленькое бронированное окошко,
словно на живое доказательство того, что прошлое — не миф, а реальность. И когда мы смотрим на это сморщенное лицо, мы видим не просто мумию, а зеркало. Человека, который страдал от боли в спине, как и мы, который боялся болезней, лечился, носил одежду не только для защиты от стихии, но и для статуса, любил жирную калорийную еду и умел выживать в суровой среде. Но главное, мы видим человека, жившего в мире, где конфликт решался ножом и стрелой, где за власть и честь охотились днями по скалам, чтобы выстрелить в спину, когда жертва наконец-то расслабится и начнет есть. Открытие следов крови 4 людей превратило его из случайной жертвы несчастного случая в героя древней трагедии. Он сражался, ранился, возможно, убивал, спасался бегством, пытался чинить оружие, верил, что оторвался, и погиб от терпеливого убийцы, который знал, где ждать. Эци рассказал нам больше, чем 1000 раскопок пустых могил, потому что он показал, что насилие, борьба за власть, интриги и предательство сопровождали человечество с самого начала. Но вместе с этим он показал и другое — стойкость, изобретательность, волю к жизни, умение лечиться и адаптироваться, даже когда тело ломается от боли. Он умер в одиночестве, истекая кровью на холодном камне под равнодушным небом, а снег укрыл его как саван, чтобы сохранить для нас, и теперь, спустя 53 века, он, наконец, рассказал свою историю воина, который проиграл последнюю битву, но победил время. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.